Всем привет-привет! Сегодня предлагаю вам связать легкий летний сарафанчик для девочки на 5 лет. Я связала его для дочки. Вот сейчас вам сюда ставлю видео. Оно ей очень понравилось. Просто ее восторга не было предела. Было очень здорово за ней наблюдать. Вязала я это платьишко из стопроцентного хлопка троицкой фабрики. Пряжа называется «Солнышко», 425 метров на 100 грамм. К сожалению, сейчас эта пряжа уже снята с производства. По толщине она похожа на пряжу Семеновская лилия. Вот сейчас у вас тут фотография. Она буквально, вот эта пряжа совсем капелюсеньку, чуть-чуть потолще. А так очень похоже. Ушло у меня на этот сарафанчик желтого цвета 70 грамм и голубого цвета 110 грамм. Все платье связано на базе одного узора. Это французская сетка. Она вяжется из воздушных арочек. Вот здесь вот ее видно. И эти арочки мы можем заполнять веерочками из столбиков с одним накидом, получая либо плотный узор, либо ажурный. Очень большой выбор узоров, так же как при филейном вязании. Посмотрите, даже благодаря вот этому узору мы создаем такую имитацию V-образного выреза у платьишка. То есть, хотя на самом деле вырез прямой. Получается узор из ромбов. Сама юбочка также выполнена диагональным узором. Все схемы узоров для платья я оставляю в описании под этим видео. Можете перейти посмотреть. Сейчас вам покажу спинку. У нас по спинке разрез, здесь пуговки. Разрез проходит и по юбочке, чтобы было комфортно надевать платьишко. Кстати, пуговки для платья я делала сама. Крючком это ягодки для ирландского кружева так выполняется. Как делать такие пуговки-ягодки на моем канале уже есть видео мастер-класс. Ссылка у вас сейчас в верхнем правом углу экрана. Можете перейти посмотреть. Я в этом видео вязала цветочек и как раз серединку у цветочка делала вот такой вот ягодкой. Сама юбочка у нас ажурная, чтобы она не просвечивала, я сделала подъюбничек. Причем подъюбничек выполнила из ненужной футболки, то есть просто обрезала верх футболки и оставшуюся часть футболочки подшила снизу платья. Сейчас я вам расстегну пуговки и покажу, как выглядит подъюбник. То есть вот посмотрите, я его пришила, причем пришивала все вручную. Если у вас есть машина, то вы можете подшить на машинке. Еще к этому платьишку получился у меня такой тандем. Я уже давным-давно вязала дочке кардиганчик вот такой вот спицами. Точнее, это был кардиган. Вязала я его уже 3 года назад. А сейчас она его носит до сих пор. И сейчас он выглядит в виде такого жакетика с короткими рукавами. А раньше был кардиган с рукавом 3/4. Ссылка на такой кардиган у вас в верхнем правом углу экрана. Дочка носит платьишко с этим кардиганом. Здесь вам сюда ставлю опять видео, посмотрите. Она с удовольствием мне позировала. Не вылазит из этих вещей. Очень они понравились ей. Так, что касается расчетов. Обхват бедер 59 сантиметров, обхват талии и груди одинаковый 53 сантиметра и обхват ручки в области плеча 18 сантиметров. Я взяла ширину лифа 54 сантиметра, то есть добавила сантиметр на свободу облегания. Платьишко вяжется без швов, то есть вот лиф, спинка и перед, оно вяжется одним единым полотном и затем разделяется на перед и 2 половиночки от спинки. Сильно много не надо делать на свободу облегания. Узор такой подвижный, тем более в хлопке, чтобы ничего не висело, не болталось. Вяжем мы наше платьице, начиная от линии талии. То есть сначала вверх вяжем лиф, а потом вниз вяжем юбочку. Как я уже сказала, используется один узор. Ссылочки на узоры я вам оставлю в описании. Вот сейчас вам их показываю. Это основной узор из веерочков. Веерочки состоят из 5 столбиков с одним накидом. И этот веерочек мы можем заменить цепочкой из 5 воздушных петель. Тогда мы получим отверстие. Вот видите, вот узор переда с ромбами. Просто в определенных местах мы за место веерочка вяжем 5 воздушных петель
И получаем вот такие отверстия. И узор из ромбов. Чтобы получить зигзаги, мы просто меняем 2 ряда нитью одного цвета, 2 ряда нитью другого цвета. Ну и диагонали — это тоже чередование просто арочки и веерочка. Видите, эти все узоры можно нарисовать при помощи сетки из ромбиков. И вот здесь вот я вам показала, видите, вот ромбик. Это веерочек из 5 столбиков с одним накидом, либо это арочка из 5 воздушных петель. И в узлах вот этой сетки из ромбиков у нас вяжутся столбики без накида. Схема очень легко читается. Так, дальше обхват руки в области плечика у нас 18 сантиметров. На него мы ориентируемся, формируя пройму. Посмотрите, видите, глубину проймы нужно делать побольше, чтобы платьишко удобно сидело, чтобы вот это место не врезалось под мышку. У меня получилась высота проймы вместе с бретелькой 15 сантиметров, при обхвате руки 18. То есть вот видите, вот это вот расстояние, оно 15 сантиметров. Сама бретелька, всего общая ее длина 12 сантиметров. И соответственно, если мы ее складываем пополам, то она высотой примерно 6 сантиметров получается. По пройме мы выполняем убавления на узоре из веерочков. Их очень легко, аккуратно делать. Они получаются плавными. Дальше я по видео все расскажу, как это сделать. Само платье вяжется от линии талии. То есть мы сначала вяжем вверх сам лиф платья, затем вниз юбочку платья. Сейчас мы будем набирать воздушную цепочку, которая будет соответствовать ширине нашего лифа. Ширина лифа, она общая, то есть у нас нету боковых швов на платье. Мы вяжем все единым полотном и затем разделяем на перед и 2 половинки спинки с формированием, соответственно, проймы. Давайте приступать к вязанию. Я набираю 93 воздушных петли, крючок 3,5 мм. Количество воздушных петель должно быть кратно 4 плюс еще 1 петля. И буду вязать узором из веерочков примерно на 6 сантиметров. Как вяжется узор из веерочков, на моем канале уже есть видео мастер-класс. У вас сейчас в верхнем правом углу экрана появилась ссылка. Переходите и смотрите. Схема по вязанию этого узора, как я уже сказала, есть в описании под видео. Я уже выполнила поясок платья. Получилось у меня в высоту примерно 6 сантиметров и 10 рядов. Мы меняем нить на голубую. И вяжем 2 ряда голубых веерочков. Я уже провязала 2 ряда голубых веерочков. Теперь мы меняем нить на желтый цвет и вяжем 2 ряда желтых веерочков. И таким образом мы будем чередовать 2 ряда голубых, 2 ряда желтых, пока не довяжем до проймы. Я уже провязала высоту до проймы. Получилось у меня примерно 15,5 сантиметров. Дальше мы будем делить наше вязание на перед и на 2 половинки спинки. Посмотрите, как мы развешиваем маркеры. Складываем наше полотно пополам и в центре вешаем маркер. Дальше мы складываем к центру наши половинки спинки и вешаем вот в этих вот центрах маркеры. Здесь маркер должен попасть именно на вершину веерочка. То есть, если попал где-то в центр, то смещайте его на вершину. И эту вершину смещайте ближе к середине нашего полотна. Дальше я буду вязать нитью желтого цвета. Начнем с вязания спинки, так как у нас здесь рабочая нить еще не обрезана. Вяжем до первого красного маркера. Посмотрите, я уже практически дошла до красного маркера. И сейчас убираю маркер. И в вершинку этого веерочка выполняю соединительную петлю.
Вытягиваю рабочую нить, продергиваю сквозь полученную петлю клубочек и затягиваю. Разворачиваю вязание. Посмотрите, перехожу в середину вот этого веерочка. Захватываю рабочую нить, не натягиваю ее вот так вот, чтобы она лежала вот здесь без натяжения. Выполняю воздушную петлю и начинаю вязать следующий ряд. Сейчас довязываем ряд до конца. Я довязала ряд до конца. Вот видите, посмотрите, уже такой вырез проймы здесь образуется. И сейчас я вяжу ряд вот до этого места. Посмотрите, и теперь мы уже вершину этого веерочка выполняем столбик без накида. И дальше начинаем вязать уже прямым полотном. Как мы вязали саму вот эту часть. Набираем 3 воздушных, разворачиваемся и вяжем спиночку на необходимую высоту в зависимости от того, какой вы хотите глубины получить вырез. Выполнила до конца одну часть спинки. Всего высота вот этой части примерно 9 сантиметров и 14 рядов. Теперь будем вязать вторую часть спинки. Берем рабочую нить, отсоединяем наш красный маркер, вводим в него крючок и присоединяем рабочую нить. Выполняем воздушную петлю и начинаем вязать ряд из веерочков до конца спинки. Довязала ряд до конца. Сейчас мы выполняем 3 воздушные петельки подъема и вяжем ряд до центра вот этого вот самого первого веерочка. Посмотрите, вот я дошла до первого веерочка, и теперь мы также в третью петлю этого веерочка выполняем соединительный столбик. Вытаскиваем немножко петлю и клубок протаскиваем сквозь эту петельку. Разворачиваем вязание, подсоединяемся опять же в третью петлю веерочка. Как бы получается пропущено 2 петельки, подхватываем рабочую нить, также не натягивая, выполняем воздушную петельку и дальше начинаем вязать прямым полотном на точно такую же высоту, как мы вязали вот эту часть спинки. Я выполнила уже вторую часть спинки, теперь будем вязать перед. Он будет располагаться между красными маркерами. Я отцепляю маркер. И в эту же самую петельку, которая отмечена маркером, это центр веерка, выводим крючок и закрепляем нашу рабочую нить при помощи воздушной петельки. И будем вязать нашим узором из веерочков до следующего красного маркера. И завершаю ряд. Я вяжу соединительную петельку в вершинку веерочка, который был отмечен у нас маркером. И сейчас мы будем точно так же вязать вот такое вот убавление, как по спинке. Вот я вытянула петельку, продергиваю через нее клубок и затягиваю. Разворачиваю вязание и подсоединяюсь к центру веерочка, то есть в третий столбик. Не натягиваю вот эту ниточку, воздушная петля, и начинаю вязать второй ряд. Точно так же из веерочков. Я уже дошла до конца ряда, то есть вот ниточка, где мы подсоединялись. Опять же в центр вот этого веерочка выполняю соединительный столбик. Вытянула рабочую нить и сквозь петельку продергиваю клубок и закрепляю вязание. Разворачиваюсь и начинаю от центра веерочка вязания. И дальше уже буду вязать ровным полотном. Выполнила воздушную петлю, столбик без накида и начинаю выполнять наш узор.
Посмотрите, вот у меня остался маркер, который отмечал центр нашего переда. Он у меня был как раз между веерочками. Так как он между веерочками, то я сейчас свяжу 2 ряда и потом приступлю к формированию выреза. Если у вас вот этот центр был не между веерочками, а вот на макушке веерочка, тогда вы свяжите 3 ряда. И потом приступите к формированию выреза. Я вяжу 2 ряда, потому что у меня центр нашего вязаного полотна приходился между веерочками. Я провязала 2 ряда без убавлений. Вот видите, уже получается вот такая пройма с обоих сторон. Перенесла маркер ровно в центр переда. Видите, он между веерочками. Вот даже видно, что у меня вот в конце ряда по пол веерочка и до маркера еще по 4 веерка. И маркер находится в углублении между веерочками. Теперь я вяжу нашим узором из веерочков до маркера. Посмотрите, я дошла до маркера, и здесь за место веерочка вяжу арочку из 5 воздушных. И дальше до конца ряда снова выполняю веерочки. Я довязала ряд до конца. И посмотрите, теперь вот с этой арки, которая у нас в центре переда, мы начинаем согласно схеме номер 3 формировать ромбики, пока не дойдем до краев переда. Будем расширять вот таким образом наши ромбики, формируя ложный V-образный вырез. Я закончила вязание переда. Он у меня чуть ниже, чем спинка, примерно на сантиметр. И посмотрите, видите, вот этот узор из ромбиков, он как раз ушел до самых углов. И у нас создается имитация такого V-образного выреза. Теперь мы приступим к вязанию юбочки для платья. Берем желтую нить, подсоединяем, посмотрите. Вот видите, веерок идет. И вот в его основании, там отверстие, где остается, выполняем в это же отверстие столбик без накида. Затем воздушная петля. И теперь вот это вот место между веерочками у нас связано как полустолбик с накидом, столбик с одним накидом и опять полустолбик. То есть 3 столбика между вот этими веерочками. И мы сюда между веерочками и свяжем 3 столбика без накида. Только посмотрите, я захватываю вот целиком весь полустолбик. И у меня столбик без накида получится вот такой вот вытянутый. Воздушная петля. Теперь следующий столбик без накида вяжу в основание вот этого веерочка. Видите, тут отверстие. Также вытянула рабочую нить повыше. Столбик без накида. Воздушная петля. И теперь столбик без накида еще осталось связать мне в полустолбик. Воздушная петля. Теперь столбик без накида вяжем в основание веерочка. Воздушная петля. То есть после каждого столбика без накида выполняем воздушную петлю. Видите, вот между двумя веерочками, вот они 3 столбика без накида вытянутых, и между ними воздушные петли. Давайте сейчас обвяжем вот эту, вот расстояние между вот этими веерочками. Здесь должно получиться также 3 столбика без накида. И вот таким образом мы обвязываем низ всего лифа. Я уже заканчиваю ряд, вяжу столбик без накида в последнюю петлю.
Дальше мы берем ниточку голубого цвета и будем вязать юбку платья по схеме номер 4. Сейчас я вам покажу, как начать первый ряд. Набираем 3 воздушные. Ряд у нас состоит из чередования веерочка и арочки. Начинаем с веерка, вяжем 2 столбика с одним накидом, ту же самую петлю, откуда у нас идет воздушная цепочка. Следующий столбик без накида, вот он желтенький, вяжем столбик без накида. Дальше 5 воздушных и арочку вяжем, пропустив 1 столбик без накида в следующий. Затем вновь веерочек, его вяжем в следующий столбик без накида. Выполняем 5 столбиков с одним накидом. И столбик без накида, следующий столбик желтенький. Дальше арка. Она вяжется через 1 столбик без накида. Если веерочек, то он задействует каждый столбик без накида. А если у нас арочка, то она идет через 1 столбик без накида. Я довязала ряд до конца, закончила также половиной арки, как и начинала. В итоге у меня количество раппортов в 2 раза больше, чем для вязания лифа мы набирали. Благодаря этому юбочка у нас будет более пышная. Сейчас я провяжу примерно 8 сантиметров поворотными рядами, а потом перейду на круговое вязание. Эти 8 сантиметров нужны будут для того, чтобы комфортно надевать платье. То есть вяжем сейчас по схеме номер 4, диагональные линии. Вяжем 1 воздушную подъем и разворачиваемся. Столбик без накида. Ту же самую петлю, откуда идет воздушная. И начинаем вязание ряда с арки. И дальше чередуем арку и веер. Дальше чередуем арку и веерочек, образуя линии. Я провязала несколько рядов узора, и теперь мы нашу юбочку замкнем в круг, но вязать продолжим все равно поворотными рядами, чтобы не изменить узор юбки. Посмотрите, вот у меня начало и конец ряда закончено половинкой арки. И я вот эти половинки вот таким образом друг на друга наложу. Я сейчас буду замыкать в ряд, в круг. Вот эту вот пол-арку пропускаю, перехожу к веерочку. И по веерочку прокладываю соединительные столбики, чтобы продвинуться к его вершине. Разворачиваю вязание. И буду продолжать вязание по узору. То есть сейчас у меня должна быть связана арка из 5 воздушных. Я теперь вершину этого же веерочка выполняю столбик без накида, 5 воздушных. И посмотрите, вот эти вот 2 пол-арки, которые соединены друг на друга, я вот сейчас под них подвожу крючок и выполняю столбик без накида. И дальше буду вязать веерочек. Вот в этот вот столбик без накида. Подхвачу вот эту полуарку, чтобы она не болталась, чтобы ее притянуть. И таким образом наши края юбочки будут соединены. Подсоединяемся к вершину веерочка. Вот видите, она опять пошла, вот эта вот диагональная линия.
Дальше я вяжу арку из 5 воздушных. И таким образом, чередуя арку и веерочек, вяжем весь ряд до конца. Посмотрите, я связала последний веерок, и вот у меня первая арка этого ряда, и я в столбик без накида выполняю соединительную петлю. И замкнула ряд. Сейчас мне нужно перейти опять же в центр вот этой арки при помощи соединительных столбиков. Разворачиваю вязание. Вяжу столбик без накида под арку. Затем 5 воздушных. И начинаю вязание узора, как по обычной схеме. То есть чередую арку и веерок. Вяжем так весь ряд до конца. Я уже практически довязала ряд до конца, связала последний веерочек и подсоединяю соединительным столбиком в столбик без накида, который мы вязали в самом начале ряда. Видите, у нас как эти полосы продолжаются. Теперь мы будем вязать следующий ряд. Посмотрите, я развернусь, перейду в вершинку веерочка, чтобы примерно сохранять вот наше начало ряда на одном месте, никуда не плыть по диагонали. То есть также переходим в вершинку, либо арки, либо веера, и начинаем вязание. Сюда же провяжу столбик без накида, и у меня идет по узору арка. И все, таким образом мы вяжем по кругу, но при этом ряды у нас поворотные на необходимую длину юбочки. Моя юбочка уже достигла необходимой длины. Получилась она примерно 24 сантиметра. И последние 2 ряда юбочки я провяжу просто из веерочков. Посмотрите, разворачиваю вязание. Опять же поднимаюсь в вершину арки соединительными столбиками. Столбик без накида. И последние 2 ряда провяжу только веерочками. Первый веерок готов. Столбик без накида. И дальше вновь веерок. И таким образом вяжем веерочками 2 ряда. Я выполнила 2 ряда из веерочков. Вот такой низ получился. И теперь для завершения я пройдусь еще по кругу с соединительными столбиками. Держу юбочку лицевой стороной к себе и выполняю в каждый столбик соединительную петлю. Я уже оформила весь подол соединительными столбиками, завершила незаметно вязание. Посмотрите, вот у меня хвостик нити, я уже обрезала нить. Как выполнить такое завершение вязания на моем канале уже есть видео. Ссылка у вас сейчас в верхнем правом углу экрана. Переходите и смотрите. Приступим к оформлению выреза по спинке платья. Я маркерами разметила те места, где будут пуговицы. Всего у меня получилось 6 пуговиц на расстоянии 5 сантиметров друг от друга. Держу спинку лицевой стороной к себе и подсоединяю рабочую нить. Вот так вот вытянула петельку
Теперь посмотрите, подхватываю столбик с одним накидом вот целиком. И выполняю соединительный столбик. Край платья я обвяжу сначала соединительными столбиками. Потом, видите, ввожу крючок вот в основание туда, куда я выполняла веерок. Затем вот в ту же самую петельку ввожу, откуда связан вот этот столбик без накида. Затем опять подхватываю столбик с одним накидом. И в то же самое место, откуда берет начало сам веерок. И вот таким образом выполняем соединительными столбиками по всей спинке. Так как юбочка у нас связана голубым цветом, то при переходе на обвязку юбочки я меняю цвет нити на голубой. И продолжаю обвязку соединительными столбиками по самой юбочке. Провязала я до края. Теперь выполняю воздушную петлю подъема. И посмотрите, подхватываю только верхнюю дужку соединительной петельки и само тело юбочки и выполняю столбик без накида. И таким образом в каждую соединительную петельку верхнюю дужку петельки подхватила, само тело юбочки и выполняю столбик без накида. И таким образом мы с вами вяжем до первого маркера. Я дошла до первого маркера. Голубую нить обрезалась, потому что уже юбочка закончилась. Перехожу к самому лифу. Маркер я убираю. Беру желтую нить. Теперь провязываю столбик желтой нитью также под верхнюю полупетлю соединительного столбика. Подхватываю желтую нить и провязываю первый столбик без накида. Дальше выполняю саму петлю. Вяжу цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петель зависит от размера пуговицы. Я свяжу 8. Замыкаем в кольцо. Я подхватываю одну дужечку петли, ножку самого столбика без накида и выполняю соединительный столбик. Теперь эту петельку обвяжу столбиками без накида. Так развернусь. Так как сама петля 8 петель, то столбиков без накида свяжу в 2 раза больше, 16. Я обвязала нашу петлю. И теперь вновь точно так же подсоединяюсь при помощи соединительной петли. И дальше продолжаю обвязывать до следующего маркера. Работаем точно так же. Подхватываем верхнюю дужку соединительного столбика, сам лиф и выполняем столбик без накида. Я оформила уже весь край с петельками и второй край оформила точно так же, только не выполняла петли. Теперь будем оформлять пройму. Подсоединяем рабочую нить к углу переда. И теперь выполняем цепочку из воздушных петель, которая будет равна длине лямочки. Количество петель должно быть кратно 6 плюс 1. Я наберу 25 воздушных петель. Цепочка готова. Подсоединяю ее к углу спинки при помощи соединительного столбика. И теперь по краю проймы также прохожусь при помощи соединительных столбиков, как мы делали уже по спинке.
Я уже обвязала пройму соединительными столбиками. Теперь подошли мы к воздушной цепочке. И теперь по воздушной цепочке будем вязать столбиками без накида. Повернем воздушную цепочку изнанкой кверху. И здесь есть вот такие вот протяжки. Столбики будем вязать под протяжки. Я провязала столбики без накида. Посмотрите, какая аккуратная лямочка получилась. У нее косички с обоих сторон. Дальше мы переходим на пройму и точно так же обвязываем пройму столбиками без накида, как и спинку. Подхватываем верхнюю дужку столбика и выполняем столбик без накида. Я уже обвязала всю пройму. Перехожу опять к лямочке. Мы ее обвяжем веерочками. Будем вязать 5 столбиков с одним накидом, пропустив 2 петли в третью. Пропускаем 2 петли в третью, вяжем столбик без накида. И начинаем повторять узор. Опять 2 петельки пропустили, в третью веерок из 5 столбиков с одним накидом. И таким образом обвязываем всю лямочку. Я уже оформила всю пройму, вторую тоже, и пришила пуговки к нашему платью. Теперь нам нужно укрепить вот этот вот верх вырез. Посмотрите, видите, он как легко растягивается. Его нужно немножко стянуть, чтобы он был более тугим и не болтался, не расхлябывался, не давал волны. Для этого мы берем нашу желтую ниточку, крючок. И смотрите, просто по краю пройдемся соединительными столбиками. Присоединяем рабочую нить. И теперь выполняю соединительный столбик по лицевой стороне. Я работаю. И причем соединительные столбики мы будем вязать только в столбике с одним накидом. Вот видите, между веерочками у меня идет столбик без накида. Я его пропускаю и ввожу в столбик с одним накидом. Таким образом получается у нас связать 5 соединительных столбиков. Один столбик затем мы пропускаем. Ну, вот он, столбик без накида между веерочками. Я его пропустила. И таким образом провязываем по всему краю. Все, я обвязала. У нас узор потерял эластичность в этом месте. И точно так же мы оформляем и спереди. Я уже начала, почти практически закончила. Вот точно так же по воздушным петелькам по нашим вяжем соединительные столбики. Столбик без накида пропускаю, в следующую воздушную ввожу. И таким образом оформляем также и весь перед нашего сарафана. Я оформила верх. Завершала вязание также незаметным способом, как я уже вам рассказывала при вязании низа юбочки. Все у нас готово, осталось нам выполнить только подъюбник. Подъюбник для нашего платья будем делать из обычной трикотажной футболки. Кладем ее рядом с платьем, делаем подъюбничек чуть короче самого платья и на уровне перехода наших цветов просто при помощи ножниц обрезаем. Я обрезала лишнюю часть футболки. Вот это и теперь будет нашим подъюбником. Сейчас мы сначала выполним боковой разрез, так как у нас по юбочке тоже идет разрез на такое же расстояние. И нам необходимо будет вот этот вот край верхний, чтобы он не сыпался, вот таким образом вдвойне подогнуть.
Я подогнула край. Можно это делать при помощи швейной машины, можно на руках. Я подгибала руками, это шов назад иголкой. Также оформила вот этот вот разрез, для того, чтобы юбочка, так же как платье, удобно надевалась. Это называется петельный шов. И теперь мы будем пришивать наш подъюбник к платью. То есть берем юбочку, разрез на юбочке, складываем вот таким образом. Чуть-чуть заходим на желтую часть, буквально на 5 миллиметров. И сейчас будем подшивать. Это можно также делать как при помощи швейной машины, так и на руках. Я подшиваю швом назад в иголку. Подхватываем такое количество самого платья, чтобы у нас стежки сзади не было видно. И начинаем пришивать таким образом наш подъюбник к платью. Сейчас шьем до угла. Я дошла до угла. Теперь будем пришивать по краю лифа наш подъюбничек. Здесь его придется слегка припосаживать. Это значит, что мы само платье должны натягивать, а сам подъюбничек как бы и должен идти без натяжения, в свободном виде. И точно так же швом назад иголкой мы пришиваем . Посмотрите, я уже часть подъюбника пришила. Видите, он как бы так вот слегка собирается. Таким образом мы подшиваем весь подъюбник. Я пришила весь подъюбник. На этом платьишко готово. Если вам понравился такой мастер-класс, то поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Делитесь этим видео со своими друзьями. До скорых встреч. Всем пока-пока.